Всем привет подписчикам и случайным зрителям моего канала. Сегодня на обзоре фитнес-браслет Mi Band 6. Посмотрим новые фишки и проверим функции данного браслета. Определим главные отличия от предыдущего браслета Mi Band 5. А отличий, поверьте мне, хватает более чем. Сделаем калибровку шагомера для лучшего подсчета шагов и определения активности. Подключим и русифицируем браслет. Рассмотрим магазин циферблатов и установку своего циферблата, а также способ установки кастомных циферблатов от сторонних разработчиков. Поехали! Пришел браслет в традиционной черной упаковке. Дизайн упаковки очень похож на Mi Band 5. Только что шестерка переливается как голограмма. По бокам основные фишки браслета и с тыльной стороны все характеристики. И да, я заказывал китайскую версию Mi Band 6 без NFC. В комплекте браслет, магнитная зарядка и инструкция на китайском языке. Не только коробка, а вообще и комплектация и внешний вид идентичен с Mi Band 5. Это относится и к зарядке, и ремешку, и размеру капсулы. Ремешок подойдет под любое запястье, ребенка или взрослого дядьки, по качеству такой же как у Mi Band 5. Если остались ремешки от Band 5, можешь смело их надевать на Mi Band 6. А также можешь смело заказывать ремешки для 5-го Mi Band. На Али ремешков завались, на любой вкус, и металлические, и силиконовые. В описании оставлю ссылки на самые крутые ремешки. Капсулы браслета одинаковые, как по длине, так и высоте. Если поставить два браслета перед собой, их не отличить. 5-й Band отличается лишь кружочком, где находится сенсорная кнопка. В Mi Band 6 сенсорная кнопка отсутствует. Внутренняя сторона с датчиками была изменена. Контакты для зарядки на месте. Магнитная зарядка крепится также крепко. И что? Как его включить, не пойму. Да, браслет полностью разряжен. Ладно, поставим на зарядку, заодно проверим, за сколько зарядится браслет до 100. Итак, зарядил браслет до 100 и заряжался он 1 час 20 минут. Кстати, производитель заявляет работу браслета до 14 дней на одном заряде, пока не было возможности проверить на автономность. Заходим в Mi Fit и выбираем «Добавить устройство». Подключаем и подтверждаем сопряжение. Ждем, пока браслет обновится. Все обновилось, и наш браслет сразу же на русском языке. И сразу заметно огромное отличие Mi Band 6 от 5-й версии. Это 1,56 дюймовый сочный AMOLED экран. Ширина экрана не изменилась, но высота гораздо больше. Рамка присутствует со всех сторон. На этом циферблате это отлично видно. Картинка сочная. Разрешение 152 на 486 в 326 ppi. Пикселей не видно. Запаса яркости хватает. На солнце будет видно. А режим уменьшения яркости после захода солнца будет автоматически снижать яркость, чтобы тебя не слепить вечером. Данный режим настраивается в Mi Fit. Какие же отличия нашего Mi Band 6 от Mi Band 5 помимо экрана? Во-первых, установлен улучшенный датчик измерения пульса. И теперь нет такого, чтобы браслет измерял пульс, например, у апельсина. 6-й Band сразу выдает ошибку и просит одеть браслет. В то время 5-й или показывает пульс, или думает и светит своими диодами. Даже если включить измерение пульса в воздухе, Mi Band 6 сразу же говорит об ошибке и отключает диоды. В то время как 5-й может светить своими диодами очень долго, тем самым разряжать батарею. Еще в Mi Band 6 установлен датчик измерения кислорода в крови. Измерение кислорода крови нужно запускать вручную.
на постоянной основе не измеряет. Сравнивал замеры кислорода с браслетом Honor Band 6. Значения похожи, иногда немного отличаются, плюс-минус 1-2%. Намного улучшилась навигация по браслету. Теперь меню листается списком и облегчает поиск функций. В Mi Band 5 навигация по одной иконке, что сильно раздражало и ухудшало поиск нужного меню. Также остался быстрый доступ к функциям по свайпу в сторону, например, к плееру, погоде, сообщениям. Настраивается данное меню в Mi Fit. Также в настройках Mi Fit можно установить быстрый доступ к дополнительным функциям меню, а малоиспользуемые наоборот запихают в дополнительные. Например, к функции поиска телефона или секундомеру. Раньше, чтобы добраться к данной функции, нужно было пройти целый квест, чтобы его найти. А теперь нужную функцию можно добавить в главное меню. Кстати, будильник уже можно настраивать на самом браслете, установить время и дни срабатывания, а также активировать и выключить будильник. Также в режиме тренировки наконец-то доступно управление музыкой при свайпе вправо. Плеер стал удобнее, с большими кнопками переключения треков. Кстати, тренировок стало около 30, хотя в самом браслете их меньше. Для активации дополнительных тренировок зайди в Mi Fit, свой браслет, настройки браслета, параметры тренировки и активируй нужные для тебя виды тренировок, и сразу же можешь спрятать ненужные. Также в настройках браслета доступна функция обнаружения активности. Как заявлено, браслет может определить ходьбу, бег, езду на велосипеде, арбитрек и гребной тренажер. Утром я поехал кататься на велике, ездил около 2 часов, и по факту браслет так и не определил езду на велосипеде. При ходьбе браслет срабатывает после 15 минут ходьбы. Для лучшего определения шагов и активности настоятельно рекомендую сделать калибровку шагомера в приложении Mi Fit и заполнить метки поведения, хотя бы такие основные, как иду, бегу, транспорт, велосипед, если нужно. После заполнения меток браслет начал определять активности быстрее и начал предлагать активировать тренировку при езде на велосипеде через 2 минуты езды. При запуске метки браслет считывает движение в пространстве, что в свою очередь запоминает именно ваши движения. После запуска метки, например, иду, начинаете идти обычным шагом, как вы обычно ходите. Можете пройти метров 50, затем останавливаете метку и она сохраняется. После заполнения меток, которые лучше заполнить пару раз, браслет точнее будет считывать шаги и меньше накручивать шаги, например, в автомобиле или при езде на велосипеде. Также удобная функция, которую можно активировать в браслете, это активация браслета по свайпу, а не по обычному касанию, что исключит случайное нажатие браслета. Еще огромным плюсом, на мой взгляд, это то, что шрифт в уведомлениях стал больше и стал читабельнее. К тому же сразу же есть поддержка смайлов. Не всех, но большинство смайлов поддерживается. Уведомления стало читать намного лучше. Чтобы назначить приложения, от которых ты хочешь получать уведомления, зайди в Mi Fit, в пункт уведомления и напоминания. Здесь найдешь все, что нужно, и сможешь выбрать те приложения, которые тебе нужно. Вибромотор в Mi Band 6 остался тот же, но можно установить свой ритм вибра при различных ситуациях, например, при сообщениях, будильнике или при звонке. При звонке отображается имя звонящего, где можно отклонить вызов или отключить звук. А так браслет поддерживает те же функции, что Mi Band 5. Это пульс, стресс, дыхание, погода, женский календарь, пай и режим камера, что позволяет удаленно сделать фото. Шестой бенд также с водозащитой до 50 метров погружения под воду.
есть функция активации браслета при поднятии запястья и режим размяться, если засидишься на месте, который полезен при сидячей работе за компьютером. По функциям Mi Band очень схож с часами Honor Band 6. Мое мнение, что Honor на данный момент остается главным конкурентом Mi Band 6. Обзор на Honor Band 6 выскочит сверху. А если ты хочешь, чтобы я сравнил эти два браслета, оставляй комментарий с предложением, что сравнить или протестировать. Теперь Mi Band 6 определяет даже дневной сон на протяжении всего дня. И появилась новая фишка определения качества дыхания во сне. Сон определяет довольно точно. К сожалению, умного будильника нет. В памяти браслета есть 3 стандартные настраиваемые циферблаты, где можно выбрать нужные для себя отображаемые параметры. Еще 4 циферблата можно установить из приложения Mi Fit в память браслета. Выбор циферблатов в Mi Fit небольшой. Большинство циферблатов мультяшные. Также есть циферблаты с анимацией. Большинство какие-то детские. Немного поискав, можно найти для себя парочку неплохих. Также есть возможность установить циферблат со своей картинкой. В самом верху выбираем один из этих циферблатов. Выбираем цвет текста и в галерее выбираем картинку или фото. Синхронизируем и получаем циферблат с твоей картинкой. Уже сейчас есть возможность установить кастомные циферблаты от сторонних разработчиков на твой Mi Band 6. Этого приложения на данный момент не найдешь в Google Play, так как это только бета-версия и она еще тестируется. Ссылку на приложение найдешь в описании. Запускаем приложение. Выбираем циферблат, нажимаем «Установить», «Открыть Mi Fit», заходим в свой браслет, «Магазин», «Администратор» и в локальных циферблатах найдешь то, что ты ищешь. Со временем, конечно же, количество циферблатов будет увеличиваться. А также еще есть способ установки своего циферблата вручную. И у меня получилось установить вот такого Спанч Боба. Резюмирую. Mi Band 6, хотя внешне почти ничем не отличается от Mi Band 5, не считая, конечно же, дисплея, но очень сильно отличается программно. Исправлены много неудобств, связанных с навигацией. И теперь легче найти нужные функции благодаря списку меню. Исправлена проблема с маленьким шрифтом, а также отображаются смайлы. В Mi Band 5 также есть возможность установить смайлы. Ссылка на видео, как это сделать, выскочит сверху. И уже прямо сейчас можешь заказывать Mi Band 6. И у тебя будет русский язык. Улучшенный датчик пульса, который не измеряет пульс у предметов и фруктов. Измерение кислорода в крови. Около 30 различных тренировок и управление музыкой во время тренировки. Установка будильника с браслета и, конечно же, увеличенный дисплей. Делает данный фитнес-браслет лучшим фитнес-браслетом за свои деньги. А если у тебя есть вопрос, стоит ли переходить с Mi Band 5 на 6? Ответ да. Браслетом стало намного легче пользоваться. И шрифт стал читабельнее. Единственным конкурентом, на мой взгляд, остается Honor Band 6. Хотя и минусов в нем немало. Смотри и другие мои видео. Например, как уменьшить задержку звука в играх, используя Bluetooth наушники. Или почему падает скорость Wi-Fi при подключении Bluetooth гаджетов. Надеюсь, я ответил на многие вопросы и был вам полезен. И если появятся новые фишки на данный браслет, я обязательно тебя об этом проинформирую. До скорой встречи, друзья. Пока.